Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала и ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на апрель 2026 года для Дев, мои дорогие друзья. Если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в физическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по физической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает Дев в апреле 2026 года. Первое событие — это 2 числа будет полнолуние в вашем первом доме гороскопа. Первый дом — это дом тела, личности, статуса, имиджа, репутации тоже в том числе. И полнолуние в первом доме гороскопа, оно может давать перемены в теле, перемены в здоровье. К здоровью в первую очередь нужно относиться внимательнее, когда полнолуние происходит в первом доме гороскопа. Может поменяться гардероб, может поменяться какая-то подача, стиль немножко можете поменять. Но в некоторых случаях полнолуние в первом доме гороскопа может менять статус общественный, в том числе и должность. Со 2 апреля по 11 мая Марс будет идти по вашему 7 дому гороскопа. С одной стороны, Марс в 7 доме гороскопа — это период, когда может повышаться такая нетерпимость к партнеру, какая-то конкуренция против партнера, против какой-то команды. С другой стороны, вместе с партнером, вместе с командой объединяться, чтобы против кого-то конкурировать, либо чтобы преодолевать какие-то препятствия. Здесь есть указание на заключение каких-то сделок, соглашений в партнерстве, либо оформление документов в партнерстве, оформление документов для партнера, объединять друзей в команду. Какие-то могут в вашу команду, либо в ваши отношения вмешиваться обстоятельства внезапные, но в целом это период для того, чтобы навалиться и вместе с партнером, либо вместе с какой-то командой что-то реализовать, что-то сделать. Может быть, поехать на соревнования, может быть, решать вопросы, кстати, в партнерстве, еще связанные с недвижимостью, с местом жительства, связанные с физической активностью, то есть вместе пойти на спорт, вместе сходить к какому-то тренеру и так далее. С 10 апреля по 30 апреля по вашему 7 дому гороскопа пойдет Меркурий. Транзит Меркурия по 7 дому гороскопа — это транзит на то, что вы сами направлены в партнерство, в команду, вы знакомитесь, вы поддерживаете, вы общаетесь на тему партнерства, вы узнаете что-то про партнерство, про команду, про регистрацию, допустим, брака, либо много про это говорите, либо еще что-то, то есть что-то про команду, про партнерство. Это период, когда вы можете отправиться в путешествие к морю, к океану. Такое тоже может быть. Но также и регистрация каких-то отношений, получение статуса через отношения, регистрация какой-то команды, получение статуса через какую-то команду, необходимость рассказывать о себе. Но делом нужно помнить, что в этот период управитель всего гороскопа Меркурий идет по знаку своего падения. Он будет соединяться с Марсом, с Сатурном, с такими с вредными планетами. Поэтому ваша излишняя активность может влиять на ваше здоровье. Будьте внимательны к здоровью, не перетруждайтесь. И очень много людей, скорее всего, в этот период времени будут хотеть с вами общаться, очень активно будет. У кого-то будет очень насыщенная личная жизнь, у кого-то будет очень насыщенно просто много клиентов, например, много коллег, много каких-то старых знакомых. То есть вы как будто бы на расхват, вы очень много общаетесь, и от этого можете очень сильно терять свои силы. И вот, пожалуйста, с 14 апреля по 15 мая Солнце заходит в ваш 8 дом гороскопа, а Солнце в 8 доме гороскопа, во-первых, указывает на то, что в поездках в дальних странах, дальних городах, каких-то закрытых организациях у вас могут возникать вопросы, которые нужно срочно решать.
И помимо прочего, Солнце может что-то прояснить, что-то высветить, то, что было скрыто, то, что вы не знали, то, на что вы не могли повлиять. А еще Солнце, когда идет по 8-му дому гороскопа, это вот, пожалуйста, такой антикризисный менеджмент, когда мы должны вот делать все везде и сразу, за всех решать. И обычно, когда Солнце идет по 8-му дому гороскопа, мы становимся такими теневыми лидерами. То есть мы не хотим быть на виду, мы предпочитаем как-то прятаться, уединяться и меньше быть на виду, меньше со всеми общаться. Но такой период антикризисного менеджмента. И 17 апреля будет новолуние в вашем 8-м доме гороскопа. Новолуние в 8-м доме гороскопа может дать вот какой-то неожиданность. То есть это не всегда минус, это не всегда какое-то отрицательное событие, это часто просто событие, на которое мы никак не могли повлиять. Вдруг что-то становится известно, то, что от нас было скрыто. Но также новолуние, полнолуние в 8-м доме гороскопа часто могут давать возможность разрешить какую-то ситуацию, которая годами тянулась, либо месяцами тянулась, мы не знали, как это разрешится. И тут вдруг раз, и появляются инструменты, и все становится очень понятно, как это все решается. И с 19 апреля по 14 мая будет, в принципе, хороший транзит на фоне всех остальных. Для вас Венера пойдет по 9-му дому гороскопа, по своему собственному 9-му дому, по дому и своему знаку Тельца. 9-й дом — это дом удачи, дом отца, учителя, руководителя, вышестоящих органов власти. И транзит Венеры по 9-му дому гороскопа, во-первых, повышает вашу удачу, улучшает благосклонность вышестоящих к вам в этот период времени, дает возможность заработать больше обычно, будет хорошая финансовая комбинация. Помимо прочего, может быть доход от, опять же, отца, учителя, руководителя, то есть они могут вам, например, руководитель сообщает, что вам повышают заработную плату, но и вы тоже можете в этот период времени оплачивать какие-то пошлины, покупать путевки, покупать какие-то в зарубежных организациях вещи, или же оплачивать учебу какую-то тоже, или какие-то, может быть, сертификаты. А еще транзит Венеры по 9-му дому гороскопа — это период налаживания отношений с отцом, учителем, руководителем, с друзьями в том числе, и, может быть, даже какое-то хобби, рукоделие, что-то приятное поделать для себя, для души. То есть в целом Венера такой немножко дает отдушину и немножко дает возможность балансировать. Как бы у вас вопросов решается много, но они должны легко разрешаться. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на апрель 2026 года для Дев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.